Доброе утро. Ну что, мы выдвинулись уже, позавтракали, собрались, выдвинулись. Гостиница ничего так, район Гэтсби, Да что ты, черт побери, такое несешь? это за Стамбулом, недалеко. Это гостиница Воркин, да. Воркин Хотел. Неплохо. Хороший завтрак, нормально все. Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. В общем, ребята, я первый раз заказывала на букинге номер. Мне муж сказал, вернее, гостиница, муж сказал, что заказываю подальше от центра. Мне показалось, что 1,5 километра это в самый раз от центра, куда уж дальше. Но мы там долго очень кружляли, там стать просто негде, поэтому сразу бронируйте что-то подальше. На 13-й кордон, Кузьмич. Хотя бы, чтобы были именно какие-то, я так понимаю, приватные эти парковочные места, потому что там, где пишут, типа, есть бесплатное парковочное место, это не факт, что оно просто вот там будет свободное. В общем, двигаем на Самсун, посмотрим, доедем до самого города или, может, немножко раньше сделаем где-то привал. В общем, до встречи. Это вот, короче, здесь разрешенная скорость 140. Сколько там добавляется? 13? 10%. Ну вот, можно ехать 150 спокойно. 155 даже получается. 154. 5-го, 4, 5, 10, 5-го. Ну, короче, у нас Дима говорит 130, но я вижу 140. Мы едем 140. Взлетка. Да, те вообще, они уже полетели, мы только взлетаем. Те, блин, по левой полосе едут все 150 с чем. У меня уши закладывают просто постоянно. Что с вами? В ухе стреляет. Я думаю, что это перепады именно по высоте вниз-вверх, ну и плюс еще скорость. Итак, добрый путь. Мы выдвинулись из Стамбула, гостиница Воркин, в сторону Самсуна. Будем ехать по трассе Е80, частично по платным дорогам, частично по бесплатным. Платное — это то, что мы проплачивали РЖС. Мы сейчас находимся в городе, вроде как Османсик, что-то типа того. И сейчас пойдем вот туда, вот туда, на вот эту вот гору. Там что-то есть. Обязательно расскажем, когда узнаем, что там есть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может. Либо подложим на видео. Красивый город, светский, какой-то не сильно большой, наверное. Ничего о нем не знаю. Неправда! Поднимите архивы, поднимите! В таком местике прикольном остановились передохнуть. Вот тут такой водопадик небольшой. Речушка, что ли? Гора, которую издалека было видно. Анна Владимировна. Тоже Крылова. Совпадение? Совпадение? Не думаю. Совпадение, не думаю. Что, пойдем погулять? Маленький красивый городок Османжик стал нашим прям приятным открытием по пути на Самсун. Этот город лежит при трассе, соединяющей Стамбул со всей Азией. Именно дорога с востока в Европу, шелковый путь, была причиной появления замка Кандибер на отвесной скале над рекой, вокруг которого позже вырос сам город. Первые укрепления Османжика появились в римские времена, на это указывают и римские гробницы рядом с замком.
Замок Кандибер – это одна из двух основных достопримечательностей Османжика, ради которых обязательно нужно посетить этот город. От самого замка осталось не так уж и много, и подниматься к нему достаточно высоко, но какие оттуда с высоты открываются виды на город и саму долину. Но главное – это ночная подсветка замка и скалы. Говорят, она просто сказочная, но мы были проездом днем, поэтому ночной красоты этого места мы не увидели. Вторая аттракция города – самый длинный арочный мост Османской империи. Всем нравятся османские мосты, туристы их всегда охотно фотографируют, а тут мост аж 240 метров длиной. Мы тоже сделали пару отличных снимков. А этот мост построил местный правитель, в честь него, собственно, был и назван этот мост. Сделал он его по приказу султана Баядзида в 1484-1489 годах. По поводу Самсуна. Если вы все-таки планируете сделать остановку в этом городе, то наши рекомендации – это вот не слушать навигатор, если он вас при въезде в город поведет по объездной дороге. Если ваши интересы сосредоточены в западной части этого города, то есть шанс, что он все-таки поведет вас по этой объездной, не по трассе, а по главной дороге, а в частный сектор. Дорога там не очень, сразу говорю. Мы отметили ее крестиком красным, то есть туда ехать не нужно. Лучше поворачивайте направо, когда заезжаете в город Самсун, и едьте по главной дороге. Может быть там пробочка, но лучше вы постоите немножко в пробке, зато поедете нормальным путем, не через черный вход. Это капец вообще, ребята, разве так можно ездить с таким углом? Ёпта. Твою мать. Это законно вообще такой угол делать? И дома так строят. А дома строить? Это трешак просто. В общем, город у моря, на скалах, поэтому вот такая вот движуха. Ехали через какой-то типа нашего Усатого в Одессе. Через Там черный вход. Да, через черный въезд. Вот сюда, это задний проход у нас. Вот, задний вход. Да. Доброе утро, доброго ранку. В общем, мы выезжаем с Самсуна. Доброго ранку, мы из Самсуна. Да, мы из Самсуна. Провожает нас дождь из Самсуна. Хорошо, что мы вчера успели немножко погулять, прошлись по городу. Город нам очень понравился, необычный. В общем, говорить можно много. Сейчас едем, нужно где-то найти обменник, поменять немножко турецкой валюты, взять. Гостиница называлась Grand Amisos Hotel. Ну, такое себе, на самом деле. Нет, когда-то она, скорее всего, была очень достойная. Сейчас уже немножечко там прокуренные номера, ну, по крайней мере, наш был прокуренный. Завтрак нормальный, в принципе, всем все хватило. Поужинали мы тоже в этой гостинице, в их же этой столовке, ресторане. Обошелся нам ужин на двоих где-то гривен 400. Ну, можно было выбрать что-то не в самой гостинице, а на улице. Там было много достаточно кафешек и ресторанов. Вот, так что, если планируете ехать в Самсун и у вас есть больше времени, то, конечно, было хорошо иметь еще один денек, чтобы погулять и посмотреть. Потому что мы прошлись совсем кусочек, такой квартал, может, 4-5 квадратов. Вот, ну, нам понравилось. Это все идет набережная, то есть очень длинная набережная у них. Мы вчера, наверное, из всей набережной прошли, наверное, 5%. Очень длинная. Все цивильненько, кафешечки вокруг. Туристов очень много.
много, походу, внутренних туристов, потому что встречался в основном турецкий нам по дороге. Люд турецкий, да. Как зовут тебя, дитя? Наталья. Как это по-турецки? Наташа. Ну, вообще, мне вот что мне нравится, ну, не то чтобы нравится, такое, есть что-то в этом. Вроде страна одна, национальность одна у людей, вера одна, а насколько они все разные, то есть от замотанных с ног до головы. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Тех, которые одеваются точно так же, как и мы. Мы, в принципе, шорты, футболочка, либо топик с открытым животом и все такое. С этого момента мы практически без остановок двигались в направлении турецко-грузинской границы. Прибыли туда уже около 8 вечера, к этому времени солнце уже село, и съемки на нашу любительскую камеру потеряли всякий смысл, поэтому видео мы не снимали. Прохождение турецко-грузинской границы в этом путешествии не стало каким-то изощренным испытанием, но имело свои особенности. В первую очередь, подъезд к границе с турецкой стороны задолго до пункта пропуска просто-таки заставлен фурами и автомобилями по обочинам с обеих сторон. Не знаю, от чего это зависело, времени года или суток, но примите это как факт. Большая часть автомобилистов при пересечении границы высаживали своих пассажиров или попутчиков, дабы те переходили погранпереход на своих двоих. Как выяснилось впоследствии, это очень ускоряет процедуру прохождения авто через границу. Я не стала исключением и, отправив мужа форсировать границу, сама отправилась на паспортный и таможенный контроль пешком. Быстро справилась с немногочисленными вопросами. А здесь разве не продают? И под приветливые улыбки турецко-грузинских силовиков оказалась на обетованной грузинской земле, думая, что с той стороны меня уже будет ожидать такой же счастливый муж. Но ожидать пришлось мне. Всего прохождение границы со всеми очередями у нас заняло не больше 1,5 часа. Вопросов особо не задавали, вещи не смотрели, что не может не радовать. Возможно, дело во всемогущем украинском паспорте или моей прирожденной харизме. Кстати, хочу вам показать несколько кадров из красочного Батуми и зарисовок о жизни нашей диаспоры экспатов в приветливой Грузии. Тут оставлю все без комментариев. Дорога из Батуми в Поти заняла у нас 2,5 часа, потому как попали в батумские джунгли вечером в пятницу, собрали все тусовочно-туристические пробки и еле вырвались на просторную дорогу до Поти. Для справки, дороги в Грузии очень приличные, видно, что за ними смотрят. Прибыли в долгожданный Поти уже поздно ночью, поэтому дорогу из Батуми и Поти, а также и сам Батуми мы засняли в другой день. Надеюсь, вам было интересно прожить вместе с нами эти 4 дня путешествия. Рады будем вашим лайкам и подпискам.